Всем огромный привет! Я Алена Пестова, вы на моем YouTube-канале, и сейчас я покажу вам, как перевести идеальную контурную линию вот на таких красивых объемных губах. Ранее мы уже нарисовали эскиз, зафиксировали его, и я сейчас на примере работы на короткоходном оборудовании Leux буду показывать перевод эскиза на верхней и на нижней губе. Я в процессе работы буду использовать 3 продукта. Первый — это пигмент Медуза, это пигменты бренда Nice. Буду рассказывать про лайфхак для того, чтобы вы видели контурную линию при переводе. Это наша анестезия Nice, вторичная анестезия, которая очень хорошо покажет вам первый проход, и вы будете видеть идеальнейшую контурную линию. И также будет выбеливающее средство, которое также будет максимально сужать сосуды и давать вам возможность видеть ту контурную линию, которую я сегодня продемонстрирую, прям еле-еле читаемую. Не вот эта плотная контурная линия, которая используется при работе на губах в помадном прокрасе, так, чтобы эта контурная линия не оставалась при заживлении отдельной контурной линии и не была четкая, графичная после окончания процедуры. Давайте начнем. Я зафиксировала эскиз мелкодисперсной пудры. Очень ключевой такой момент в работе с губами. Очень важно сделать идеальную контурную линию для того, чтобы видеть вот эти грани эскиза и, собственно, губ, попадать в него. Чтобы максимально чистая работа была, мы используем вот такой вот вид эскизирования, когда работаем кистью и консилером. Штрих будет непрерывный, очень медленный, очень аккуратный. Я буду касаться кожи. И первый лайфхак. Для того, чтобы сделать такую изумительно тонкую линию, использовать разбавленный пигмент, разбавленный 50 на 50 с дилуентом. И помните о том, что не обязательно вот эту вот четкую контурную линию прокрашивать для того, чтобы после того, как вы сделаете первый проход, видеть ее. Я включаю вольтаж на блоке Leux, ориентировочно около 5. Не задирайте высоко вольтаж, он не будет вам на руку, потому что если будет высокая скорость, высокая мощность на блоке, есть вероятность того, что вы заглубитесь или сделаете прямо такую рельсу на губах, из которой очень сложно потом вылезти, да, и соединить ее с основным прокрасом. Поэтому в работе с губами я очень часто рассказываю, как именно делать таким образом, чтобы контурная линия соединялась однородно с оставленным цветом. Следующий момент. Я беру ватный диск сухой. У меня смоченная ватная палочка, и я поочередно смачиваю свою ватную палочку с анестетиком, и у меня вот такая вот палочка получается, которой я сейчас в дальнейшем буду протирать зафиксированный контур и анализировать процесс работы. Я набрала свой модуль в картридж пигмент, и начинаю я непосредственно с нижней губы. Почему я начинаю с нижней губы? Потому что если я вдруг начну с верхней губы, мне так удобно, я могу на нижней губе просто возиться длительное время и просто стереть контур. Обращаю ваше внимание, что я зафиксировала контурную линию вдоль контурной линии и ставлю таким вот аккуратненьким маленьким стежочком иголку на контур и прям вплотную к консилеру начинаю прокрас. Стежки очень аккуратные, на счет 1, 2, 3. Обращаю ваше внимание на штрих, и он у меня очень-очень поверхностный, очень-очень мелкий и очень-очень медленный. Считаю на счет 1, 2, 3. По каждой траектории пути прохожу до 3 раз. 1, 2, 3. И такие аккуратные, маленькие шажочки я осуществляю в работе с губами. Во-первых, я не делаю вот этих резких движений, потому что это может привести к изменению контурной линии. Я могу выпрыгнуть за пределы, потому что фиксация неоднородная. Вот я прям нежно, очень аккуратно, маленькими ножками прохожу и перевожу контурную линию. Очень поверхностно, без резких рывков, медленно, так, чтобы у меня каждый пиксель входил в кожу и оставлял прокрас. Я сделала 1 сантиметр пути, прошла его, и вот так вот вдоль контура протираю и вижу, насколько ровная у меня вот там вот контурная линия получилась. Еще раз повторюсь, она не должна быть очень сильно графичной. Вы видите, глазу ее видно, и этого достаточно. И в том же самом ключе продолжаем движение. Вот так вот я еще разочек поставила, зафиксировала мизинцем правой руки зону, создала
валик и продолжаю движение. На счет 1, 2, 3. Каждый раз угол наклона в отношении поверхности, на которой я работаю, примерно 90 градусов. Максимум вы можете чуть-чуть отогнуть иголочку, так, чтобы увидеть острие иглы и четко попадать в зону, по которой вы сейчас разгуливаете. Штрих короткий, очень нежный. Я люблю переводить контурную линию только короткоходными машинками. Я вот прямо сейчас вижу, как у меня выбелилась вся приконтурная зона рядом с контурной линией. Я вижу, что он однородный, идеальный, ровный, без каких-либо клякс, нежный. На счет 1, 2, 3. Можно еще мельче стежочки делать. 1, 2, 3. Нажим очень легкий. Я не касаюсь сильно кожи. Где-то может проступить легкая кровяная роса, но это очень аккуратно. И также, смотрите, очень аккуратно, да, я подтираю через каждый сантиметр своего пути и проверяю, все ли хорошо, видно или нет. Я все вижу, все замечательно и продолжаю двигаться. Также обращаю на положение моих рук. Я не касаюсь верхней губы. Я прям аккуратно оттянула угол рта кверху и создала ровную, без каких-либо оттяжений вниз, зону, по которой, собственно, я скольжу. И вот этим пальчиком я создаю валик, что, собственно, тоже дает легкое натяжение кожи. 1, 2, 3. Можно подтаптывать. Маленькие такие делать, аккуратненькие. Фиксировать каждый миллиметр своего пути. 1, 2, 3. Очень многие боятся потерять эскиз и начинают очень сильно давить на машинку и начинает плыть этот контур. Все, собственно, идет уже не так красиво, как могло бы быть. Помним о том, что мы работаем с вами на довольно-таки опасной зоне, которая граничит в некоторых участках с собственно кожей, и отсюда как раз-таки могут возникать вот эти вот негативные моменты. Я для камеры обязательно покажу сейчас, чтобы было видно, как можно также натягивать губу. И вот смотрите, вот этот вот нижний край я могу натяжку делать очень аккуратную, поперек контурной линии, не вдоль даже, но при этом я все равно буду иметь натяжение. Не всегда нужно оттягивать губы параллельно контуру. Иногда можно вот таким вот образом оттянула и пошла. 1, 2, 3, 4. Очень важно, когда мы переводим контурную линию, не выйти за пределы, не перетянуть его в ненужные стороны, что может, первое, повести там бант в одну сторону. Очень правильная фиксация. Очень важно подбирать правильную натяжку в отношении разных форматов губ. Если губы объемные, то, собственно, все хорошо, аккуратно можно натянуть поперек контура. И натяжка небольшая, так как в работе с объемными поверхностями или с гиалуроновыми губами может возникать отек. Очень важно вам, как специалисту, видеть зону, по которой вы прошлись. Понимать, что у вас есть остаток. Потому что самый большой страх – я потеряла контурную линию. Рисовали идеальный контурный эскиз, взяли, настроили оборудование и медленными, аккуратными, неволнительными шагами двигаемся по заданной траектории нами. Конечно, в работе с контуром важна вот эта четкость эскиза, который вы составили, фиксация, чтобы никуда не уехало. То есть это очень важно зафиксировать эскиз, особенно для тех мастеров, которые очень подвижно работают руками на этой зоне. Чтобы не потерять эскиз, я рекомендую использовать иглы острой заточки и довольно-таки жесткой мембраны. Я люблю острую заточку единичку. Я люблю короткоходные машины, потому что короткоходные машины удобны в руке, и они не так глубоко имплантируют пигмент в кожу, что, собственно, позволяет нам поверхностно пройтись и не заглубиться. Я сейчас нахожусь в той зоне, которую очень часто мастера оттягивают почему-то в разные стороны. И давайте я вам покажу вот именно как работать на этом лоскутке. Я натянула губу очень аккуратно, зафиксировала, отодвинула голову чуть-чуть в другое направление, так чтобы мне было удобно и видно. Позволила своей руке все время оставаться на всей этой поверхности под углом 90 градусов, что немаловажно, потому что ближний угол, помним, он слабо имплантируется. И вот таким вот образом встала и начинаю движение. 1, 2, 3,
Самое главное в штрихе, это чтобы он остался в коже, чтобы он не был перекошенным, однородность линий, что позволяет нам вот этот счет практиковать, да, на счет 1, 2, 3 ставим на одной траектории. Если нужен плотный контур, то тот же самый штрих 80/20 для плотности. Если мне нужна прозрачная, аккуратная линия 50/50, и на одном месте стоим до 2, ну, максимум до 3 раз, если кожа толстая и пористая. И продолжаем вести контурную линию. Сильно не оттягиваем поверхность. Помните, да, о том, что здесь мы двигаемся, как будто бы чуть-чуть отталкиваюсь от поверхности и пытаюсь прыгнуть на гору. Вот такой вот штрих, не скользящий, я чуть-чуть цепляюсь. Очень важно, чтобы подача пигмента была настолько однородной, чтобы вам ничего не мешало, чтобы вы не заливали пигментом поверхность, на которой вы работаете. Вот смотрите, какой красивый узор получился. Я сейчас доведу контурную линию до конца, и мы перейдем к самому интересному. Это работа с дальним углом верхней губы и работа с аркой Купидона. Вот игла плюнула. Почему плюнула? Потому что я зажала окно, и вот такой вот плевок получился в виде пигмента. Это очень часто случается, потому что аэродинамика нарушена, поэтому начинает плеваться пигмент. Ничего страшного, просто переворачиваем иглу и продолжаем движение. Очень важно правильная натяжка, фиксация и положение кисти руки, да, чтобы у вас ничего не отвлекало, чтобы вы были освобождены от спазма мышечного корсета. Очень важно, чтобы положение и сама машинка в отношении картриджа тоже были максимально удобны вам в работе. Об этом обо всем я рассказала в предыдущем видео. Обязательно посмотрите его и подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Обязательно расскажу в следующих видео, как растушевывать и делать более плотные прокрасы и акварельные техники. И вот на счет 1, 2, 3. Продолжаем фиксацию. И вот смотрите, я не дергалась, я сидела спокойно. Я прорисовала всю контурную линию, довела ее до комиссуры, и я все вижу. Что я делаю следующим образом? Я наношу на всю поверхность губ, на которой я отработала, анестезию по всей поверхности, вторичную анестезию. Я могу сказать, что наша анестезия Nice, она отлично подходит в работе на губах. Средства как и первичная анестезия, как и вторичная анестезия. Кожа красной каймы чаще у нас очень тонкая, поэтому процесс обезболивания, в принципе, проходит идеально. Уже видим идеальность просто линии. Она настолько красивая, ровная. Даже при условии, что у нашей модели есть старый перманентный макияж, мы видим тот белый валик, который не докрашен. Ничего страшного, мы его обязательно заполним. И мы сейчас переходим на верхнюю губу. Это прям максимально сложная поверхность. Я сейчас покажу, как фиксировать и как не потерять контурную линию, особенно в центральной части. Помните, нас очень часто на базовых курсах учат оттягивать губы до умопомрачения, чтобы заблестело, чтобы захрустело. Это немножко не так. Когда я работаю на губах, особенно на верхней, ведь самая красота и изыск — это именно в переводе контурной линии и в создании равномерного эскиза. И оценка всегда производится, когда мы оценим верхнюю губу. Если верхняя губа некрасивая, неровно переведенная, контурная линии или неровный прокрас, все, вся красота перманентного макияжа теряется, и это считается портаком. Поэтому давайте покажу, как я выстраиваю контурную линию. Я выворачиваю угол рта, цепляюсь своим мизинчиком за поверхность. То есть такое ощущение, как будто бы я создаю вот этот валик. Он у меня настолько натянут, что он уже хрустит от касания иглы. И я маленькими, аккуратными стежочками на счет 1, 2, 3, медленно начинаю идти от комиссуры к наивысшей точке. Я меняю, перехватываю участки, на которых я отработала, и завожу новые. Указательным пальцем левой руки я оттягиваю в сторону угол рта. Вот этим пальчиком большим я выворачиваю как будто бы губу, маленьким мизинчиком цепляюсь и создаю вот такую вот плотную платформу. То есть так поддерживаю губу и двигаюсь очень медленно. Итак, я подтерла, да, верхнюю губу, вижу, что все замечательно, и продолжаю движение в таком же самом ключе. Хочу сказать о том, что есть огромное количество разных типов губ, например, возрастные, с спрятанными углами вовнутрь, разные поверхности, разные цвета. Мы получаем разные оттенки, когда используем корректоры цвета, когда мы делаем перекрытие. Об этом, обо всем я рассказываю на своих курсах, и самый объемный курс у нас называется Sex Lips, это губехи. Как подобрать штрих, как подобрать оборудование, какими пигментами работать. Когда мы работаем с перекрытиями, с афро-губами, с возрастными клиентами, подбор цвета.
об этом обо всем на наших курсах. Ссылку прикреплю под этим видео, переходите, смотрите. А я продолжу вести свою контурную линию. И вот смотрите, натяжка сейчас очень хорошая. Я зафиксировалась и пошла. Я, как и говорила, направление контурной линии строго в отдел солнечного сплетения на счет 1, 2 и 3. Давайте проверим тот проход, который мы с вами создали. Когда я протираю прям нажимая на губу, чтобы убрать сосудистую реакцию кожи, да, от надавливания сосуды сужаются, и мы видим истинный прокрас, который у нас получился. В процессе работы обязательно наносите сосудосуживающие препараты и сразу же анестетик, не теряйте время, ничего страшного не будет. Таким вот образом нанесли и продолжайте работу по сухому отрезку. Зафиксировались и делаем аккуратные опять стежочки. Много в процессе перевода контура мы не работаем. Обращаю ваше внимание на то, что у меня штрих, наверное, полмиллиметра каждый штрих, и по каждому штриху я провожу до 2-3 раз. 1, 2 и 3. Смотрим то, что мы получаем. Я уже вижу на дне очень красивую контурную линию. Обратите внимание, да, я не стираю полностью корректор, чтобы соединить вот эти вот островки и еще раз провести и не потерять тем самым контурную линию. Если я не меняю положение своего тела, то я могу поменять направление, собственно, губы развернуть ее, создать направление, которое будет удобно мне в работе. Ну, главный лайфхак — это то, что мы не перетягиваем, да, очень сильно контурную линию. Мы не тянем по контуру, тем самым не создаем никакого волана. Не потеряете контурную линию, потому что у вас все нормально зафиксировано и не растягиваете кожу вдоль. Вот аккуратно стою на этих наивысших участках чуть больше для того, чтобы их не потерять, потому что очень многие мастера проскакивают эту зону, теряют наивысшие участки, и все, форма поехала. И вот очень важно, да, помнить о том, что это же у нас не прямая, а объемная часть. Встать прям на самую наивысшую точку, таким вот образом отогнуть, сделать доступным это пространство, по которому вы пойдете, и зафиксировать его. И тогда не будет никаких потерь цвета. То есть я вот не тянусь вот здесь, я не смогу это зафиксировать. И двигаюсь. 1, 2, 3. Еще раз обязательно протираю миксом, который я придумала, чтобы у нас никуда ничего не уезжало. Вот так вот аккуратно зафиксировала. И жду полностью проявления. Не переживаю, что у меня где-то там что-то не схватилось, потому что я уверена, что там все замечательно. Еще раз зафиксировала, либо пересела. Бантик кто-то соединяет, да, крест-накрест, я это не люблю. Мастерам показали, они начали соединять и настолько законтурили, что дальше не могут прокрасить эту зону. Я ее просто очень хорошо в этой зоне фиксирую. Не просто пробегаю ее, а работаю более тщательно с центральной частью. Помню о том, что там очень много различных кожных включений. И вот таким вот образом перехожу дальше и продолжаю двигаться по центральной части губы. Стою на месте на счет 1, 2, 3. И еще разочек фиксируем, протираем, смотрим, насколько все у нас зафиксировалось. И мы видим сразу же, да, под проходом нашу контурную линию, она идеальная. Обязательно протру и покажу. Вот нижняя губа уже показалась. Отдалила от себя немножечко поверхность и продолжаю движение. Фиксирую все так же поперек и штрихи друг на друга аккуратно наслаиваю. Они все такие же медленные, а там вижу на верхней губе просто изумительную контурную линию. Ровная, красивая получается, когда мы работаем на короткоходных машинах. Длинноходы, рука чуть дрогнула, и вы долбанули пиксели, оставили его где-то глубоко, поэтому не дыша, оставаться на одной поверхности обязательно. Натяжка должна быть хорошая. Я не могу сказать, что я прям перетягиваю сильно, но я подтянула. Я люблю, когда в процессе работы я чувствую вибрацию дна, на котором я стою. То есть вот эта вот поверхность, она должна быть вибрирующая. 1, 2, 3. Такое сплетение моих пальчиков. Самое главное — поправлять губы и видеть, что направление не искажается. И видеть, куда вы вообще двигаетесь, не уезжаете ли вы, останавливайте, выправляйте губы. Иногда у них губы от анестезии неподвижные. И очень важно выточить идеально этот рисунок. 1, 2, 3.
Обращаю ваше внимание, что как раз-таки я сейчас перехожу на тот участок, который очень часто у нас искажен или же с отсутствием цвета. Здесь можно сделать следующий лайфхак. Приподнять вольтаж на блоке и отработать контур верхней губы на более высоком вольтаже. Раз, два, три. Излишки пигмента я рекомендую снимать, они вам не нужны. Если у вас пигмент не поступает на кожу, разбавляйте его. Все должно быть плавно и гармонично. Игла не должна плеваться, вы должны прям за собой оставлять очень тонкую струю из пигмента. Заливать пигментом зону вы не должны. Более короткие движения делаю. Раз, два, три. Очень важно соблюдать угол наклона 90 градусов. И обратите внимание, да, я перехватила сейчас машинку. Я прям даже не боюсь, да, что я где-то что-то не довела. Я прям протираю, и вы видите, да, вон он какой идеальный. Где-то чуть-чуть ярче, где-то светлее, это не страшно. Это все в нормальном доступе. Вот, я убираю излишки. Ваша задача, конечно, каждый сантиметр пути в начале исполнения ваших работ фиксировать, смотреть, все ли у вас хорошо. Если нет, где-то доправлять. Очень часто смотрят мастера и с опытом работы, и без опыта работы. Какой контент сегодня продает в Инстаграме, это, ну, как бы идеальные работы, прям вот вау-эффект, без заусенец, да, различных. Я нанесла анестезию. Можно под пленку, можно без пленки. Убираю прям излишки консилера и жду 3 буквально минуты. Ну а с вами была Алена Пестова. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Это максимально информативное видео, которое поможет вам, начинающим и мастерам с опытом работы, делать изумительные контурные линии, сохраняя идеальнейший прокрас, идеальную контурную линию и зафиксированный четкий симметричный эскиз. Подписывайтесь на мой канал, следите дальше за нашими новостями. Я обязательно покажу, если вы накидаете огромное количество комментариев, как делать помадный прокрас именно на этих губах.